Всем привет! В этом видео мы будем создавать украшения нашего дерева. То есть это будут цветы раскрытые, закрытые бутончики и листья. Для этого нам понадобится фоамиран иранский зеленого цвета, ну, это оливковый светлый, белый фоамиран зефирный, все это 1 мм. Далее нам понадобится тейп-лента. Можете взять потоньше, у меня стандартного образца, поэтому я буду ее резать. Если есть потоньше, то будет даже удобнее. Тоже светлый оливковый. Далее нам понадобится вот такой вот молд. Это молд кустовой розы. Он содержит в себе 5 лепестков. Это, кстати, очень удобно, потому что у вишни и у яблони цветы состоят из 5 лепесточков. Этот молд для меня был самый удобный. Молда яблоневых цветов у меня просто нет, поэтому я использовала этот. Он, в принципе, очень даже доступный, его легко найти. Далее у меня есть вот такой вот молд. Это на самом деле молд универсальный, но он больше всего похож на лист яблони. Вот у меня есть прямо лист яблони, но он слишком большой, и здесь я его использовать вообще не могу. Если у вас нет специального молда, вы можете использовать обыкновенный универсальный. Вот это самый популярный молд, который я только видела. У него мелкие прожилки, они в принципе везде подойдут, и на яблоню тоже. Но для меня этот самый удобный. Далее нам нужны тычинки. Так как цветов у яблони будет очень много, я уже сделала 120, еще планирую добавить. Поэтому все тычинки, которые у меня были, закончились. И теперь я вам хочу показать пример черных. Вот такие тычинки, вот с такими головками лучше всего иметь, потому что они самые удобные и больше всего похожи. И это очень сильно сокращает время создания цветов. У меня остались только пионовые, ну, скорее всего, я их тоже подиспользую. Далее можно взять проволочку, ой, не проволочку, леску, обыкновенная рыболовная леска, она у меня тоже уже подходит к концу, и флористический песочек. Вот такой желтого цвета у меня есть. Я еще ими тоже спасаюсь. Покажу вам два способа создания тычинок для нашего цветочка. Вот. Далее, что нам понадобится? Ну, конечно же, акриловый лак для окрашивания финишного. Далее 3 вида пастели. Розовая яркая, желтая 202 номер и, естественно, 232 наш обязательный зеленый, которым мы всегда пользуемся. Так, губка, немного фольги и обязательно очень много вот такой проволоки на 0,6 мм, очень хорошая. Можете взять бумажные обмотки, это самое удобное. Но если нет, можете использовать обыкновенную медную. Все равно мы будем работать здесь с тейп-лентой. Клеевой пистолет, клеевые стержни, утюг и ножницы. Все, что нам понадобится. Поехали! Первое, что мы сделаем, будем работать с молдом. Это будет самый экономный вариант, я сейчас вам все покажу. Итак, я вырезала небольшую полосочку фоамирана, примерно 6-7 сантиметров. Ну, я ориентировалась на молд, чтобы он полностью входил. Ну, будет чуть-чуть погрешность, ничего страшного. Итак, белый фоамиран, зефирный, ну, в принципе, у меня какой-то плотненький попался. Это 1 миллиметровый, но он очень плотный. У яблони и вишни листья полупрозрачные практически, поэтому фоамиран нужно очень сильно истончить. И сейчас покажу как. Помимо всего прочего, это еще и добавит нам в материале. То есть мы выиграем, так как растянем фоамиран, его станет еще больше. Показываю. Нагреваем утюг, очень хорошо, но будьте внимательны, особенно новички. Делаем это супер аккуратно, можете утюжок не сильно нагревать, те, кто только начинает, потому что фоамиран очень быстро рвется, и чтобы научиться, да, почувствовать материал, нужно действовать очень аккуратно. Я прикладываю фоамиран вот так, для того, чтобы он весь запузырился, весь нагрелся, и быстро растягиваю его. Стараюсь растягивать таким образом, чтобы он был ровненький. Сейчас я вам пока покажу. Вот, чтобы он был ровный и как можно меньше удлинялся. То есть, видите, у меня молд уже не совсем входит. Ну, здесь я решу проблему, ничего страшного. Если делать шире полосочку, то нам будет просто неудобно его держать. Поэтому здесь, ну, как получится, так получится. Тем не менее, мы все равно выигрываем в фоамиране. Видите, как, насколько он удлинился. То есть, была полоска фоамирана вот такая, да, примерно. И вот мы его удлинили насколько. То есть полосочка очень сильно удлинилась, поэтому будем работать дальше. Прикладываю снова аккуратно, стараюсь на то же место. Так.
И очень быстро начинаю растягивать. И стараясь делать так, чтобы фоамиран не сузился, чтобы он был примерно таким же, ну, может быть, чуть-чуточку сузился, но не сильно. Далее прикладываю снова. Аккуратно и растягиваю. Растягиваю, растягиваю, растягиваю. Он становится намного тоньше. Вот смотрите, сразу, да, видно уже, насколько фоамиран стал тоньше. Вот мы растянули, вот он такой был. И до конца растягиваем. Уже тоже прикладываю. Здесь самый опасный момент, потому что конец он может просто тоже порваться. Прикладываю. Вот видите, может порваться. Поэтому будьте максимально аккуратны. Растягивайте фоамиран так, чтобы он не рвался. И в процессе растягивания, девочки, ждите того момента, пока он не застынет, чтобы не было вот таких вот волн. Здесь мы работаем с молдом, поэтому будем нагревать еще раз. Эти все волны могут уйти, но если вы будете вырезать уже из обработанного таким образом фоамирана, то волны вам, конечно, не нужны. Здесь лента должна быть абсолютно ровненькой. Работа должна быть еще более кропотливой. Ну, следующим этапом идет работа с молдом, конечно. Прикладываем наш растянутый фоамиранчик на губку. Далее на несколько секундочек на утюг и отжимаем на молде. Аккуратно переворачиваем. Нажимаем, и получается вот такая красота. В целом я практически попала, так что у меня весь материал ушел туда, куда нужно. Поехали дальше, покажу еще раз. Прикладываю фоамиран, несколько секунд держу и на молдик. Чем ровнее попадете, тем, соответственно, будет все красивее отпечатываться. Так. Вот такие прожилки у нас получились. Все очень красиво. Ну, здесь, соответственно, до конца каждый отпечаток молда из 5 лепестков, это считается один цветочек. Всегда при работе с фоамираном, вот я напечатала, остаются вот такие вот маленькие кусочки. Мы как раз таки сейчас их используем. Отрезаем эту ленточку. У меня вот тут как раз примерно сантиметр в ширину получился. Отрезаю на вот примерно так, где-то 1 на 3 сантиметра. Прикладываем на утюг. Это тоже делаем очень быстро. Сейчас мы создадим наш пестик. Прикладываем хорошенько и длинной стороной начинаем закручивать. Вот так раз, закручиваем, прокручиваем хорошенько. Можно прокрутить полностью по всей поверхности. И начинаем быстро растягивать. Видите, закрутился фоамиран. Очень хорошо он растягивается. Держим до тех пор, пока не остынет. В течение нескольких секунд. И здесь у нас уже получилось где-то 3-4 пестика. Очень быстро, удобно. Можете сразу нанести на пальчик пастель номер 202, ярко-желтая. И проработать весь наш пестик. Окрасить его пальчиками, просто перетирая. Вот так быстро и без участия магазина мы можем делать все сами. Отрезаем лишнее. Я сразу прорежу там на 3, пусть будет 3 пестика. И теперь последний штрих. Нам надо будет сделать небольшую шляпку у пестика. Просто прикладываем его к утюгу. И он начинает немножечко вот так расходиться. То есть получился небольшой гвоздик. Обязательно шляпку нашего гвоздика тоже прокрашиваем. Вот такой классный пестик уже готов. То же самое проделываем, соответственно, с остальными. Вот он тоже разошелся. И этот тоже. Так, вот так необычно можно создать пестик для цветочка. Проработали. Вот такие 3 заготовки уже готовы. Берем небольшой кусочек лески рыболовной обыкновенной. Далее наносим на пальчик желтую пастель. И можно немного пройтись по леске, чтобы она была не совсем прозрачная, а немного желтого цвета.
проходимся. Здесь у меня 12 сантиметров. И теперь я просто складываю леску пополам, еще раз пополам, и до тех пор, пока у меня не получится последний раз сложить пополам. Здесь у меня будет 8 тычинок. Это уже будут тычиночки наши. Вот таким образом. И я теперь их склеиваю на задней части. Соединяю между собой. Просто клеем пистолетом, капаю. Большой кусочек клея. Немного можно подуть, чтобы клей остыл, потому что он слишком горячий. И соединяю пальчиками. Вот так получается. Красиво. Держим. Далее подрезаем верхнюю часть. Все, что мы складывали. Таким образом, чтобы все были одинаковые, красивые. Вот так. Они могут расходиться в разные стороны. То есть эти тычинки ничем не уступают магазинным, ну просто с ними, на них нужно еще потратить время. Далее берем акриловый лак. У меня просто лак для ногтей, потому что я не могу найти акриловый. Просто наношу на кончики. Для того, чтобы вот так наношу на кончики лак. Далее макаю флористический песок. Убираю лишнее. Можно немножко подождать, пока это все высохнет. Вот такие нежные, красивые тычиночки у нас уже получились. Далее берем наш пестик, который мы уже создали. Вкладываем между тычинок аккуратно. Тут у меня длинноватый. Наносим клей. И в серединочку тоже просто вставляем между и вклеиваем. Аккуратно. Вклеиваем, держим. Далее уже можете распределять тычинки в разные стороны, чтобы они смотрели вот так вот по-разному. Все, чтобы было по-настоящему, живые. Можно проволочку, эту леску сгибать. Ну, то есть вот такая заготовка уже для цветочка у нас есть. Далее возьмем проволоку. Здесь можно отрезать сантиметров 5, просто для удобства, чтобы мы могли уже держать наш цветочек. Наносим клей немножко на основание заготовки и также вклеиваем нашу проволоку. Просто для того, чтобы нам было удобнее держать и далее уже работать с цветочком. Все. Вот такая красота. То же самое можно проделать с магазинными тычинками. Вот они у меня тут немножко грубоватые. Это все, что осталось. Я взяла 4 ленты тычинок. То есть это 8 получается в сумме. Соответственно, мне тоже их нужно между собой склеить. Угу. Точно так же, как мы делали с теми. Склеиваем. Далее я вклею сразу проволоку, чтобы мне удобнее было держать. Угу. Аккуратно. Прокрутите клей, чтобы все хорошо склеилось. И далее в центр тоже вклеиваю нашу заготовку, пестик, который мы сделали заранее. Распределяю тычинки, ну и стараюсь попасть в центр. Точно так же, если нужно будет, добавляйте клей к основанию и аккуратно фиксируем. Распределяем тычинки в разные стороны. И вот такая красота у нас получилась. Вот. Ну, конечно, с проволочкой работать гораздо лучше в плане того, что выглядит реалистичнее и нежнее, но с тычинками зато быстрее. Если вы найдете тычинки белые или желтые вот с таким вот маленьким ушком, головкой, то, конечно, здесь процесс будет быстрее и вы можете работать с магазинными. Начинаем вырезать наши листочки. Вырезаем аккуратно.
Я вам подготовлю выкройку, чтобы вы понимали, какого размера должны быть лепесточки. А вам покажу наглядно на глаз. Я вырезала. Далее сделаем очень узкий носик здесь, потому что он нам потом еще понадобится. Ну, соответственно, вырезаем по молду. У меня тут маленький кусочек огрызочек, скажем так. Ну, ничего страшного, я его тоже использую. И вот опять же вернемся к носику. Я его делаю. Вырезаем ровненько. Так. Вот, обратите внимание, вот такой носик должен у нас остаться обязательно. Я уже нарезала довольно большую кучку лепестков. И теперь мы будем их окрашивать. Итак, выкладываем на бумагу для удобства. Наносим пастель лиловую. И начинаем окрашивать. Здесь нужно не переборщить. Главное чуть-чуть пройтись с лицевой стороны. Немного с изнаночной. И самое главное, вот здесь поперек окрасить. Вот таким образом лепесточки. Можно сделать совсем чуть-чуть, буквально вот раз мазок, здесь немножко, но торец нужно прокрасить хорошо. Вот так. То есть лепесточки сначала розовые, потом они начинают раскрываться, цветы, и становятся более белыми, более светлыми. Итак, поехали, начинаем окрашивать. Далее работаем с лепесточками. Берем лепесточек, складываем его пополам и немножечко загибаем вот таким образом, чтобы у нас удлинился хвостик. И вот в эту впадинку капаем чуть-чуточку клея, буквально совсем чуть-чуть. Зажимаем и вытягиваем. Вот такой вот носик у нас получился. Далее то же самое показываю. Так, складываем, вытягиваем. В эту ложбиночку чуть-чуть клея. Можете выключить пистолет, чтобы он не был таким горячим. И начинаем вытягивать. Вытягиваем. Вот такой носик получился. С каждым лепесточком работаем таким образом. Так, сюда. Чуть-чуточку буквально. И тянем. Тянем, тянем, тянем. Убираем сразу излишки клея, если они есть. Так как у яблони и у вишни лепесточки имеют вот такой вот тонкий носик. Они не прилегают плотно
к тычинкам в сердцевине, они вот с такими маленькими отростками. Это создает такую воздушность цветочка. И очень красиво и нежно. Так, сюда. Капаем. Зажимаем. Вытягиваем. Выкладываем вот так. То есть мы будем сейчас вклеивать в сердцевинку. И вам нужно будет мысленно распределить все лепестки вот таким образом, как звездочка. Берем лепесточек, наносим капельку клея вот сюда. Буквально просто обмакиваем. Далее, внимание, лепесточек ставим, именно ставим перпендикулярно. Вот так должно быть. Не вверх, ни как по-другому. Они должны быть вот так перпендикулярно расположены. Работаем дальше. Капельку клея. И сразу же распределяем таким образом, понимая, что у нас еще 3 лепестка. Вот они должны быть рядышком друг с другом. Аккуратно наносим клей. Далее распределяем. Важно, чтобы лепестки не были внахлёст, друг на друга не падали, не были под вот так друг другом. Главное, чтобы они были вот распределены просто близко друг к другу, но не внахлёст, не по спирали, никак. Просто вот таким образом рядышком расположены. Я уже сделала много, поэтому у меня получается сразу. Но когда будете пробовать, нужно будет потренироваться. Далее последний. Так, хорошенько зафиксировала. И вот идеальный цветочек у меня получился. Повторим процесс. Поехали. Следующий шаг — это создание закрытого бутона. Берем небольшой кусочек фольги и катаем шарик. Шарик должен быть довольно маленьким, меньше, наверное, сантиметров в диаметре. Я ориентируюсь по листикам. Если перекрывается хотя бы половина, значит шарик сделан правильно. Вот такой вот малюсенький. И не берите много фольги, чтобы не пришлось потом его хорошенько уплотнять и тем самым утяжелять головку. Поэтому берите чуть-чуть и делайте небольшой рыхлый шарик. Итак, я отрезаю небольшой кусочек проволоки, проделываю отверстие. Далее вклеиваю проволоку. Очень хорошо фиксирую. Можно сделать петельку, можно просто вклеить. Шарик небольшой, поэтому будет держаться хорошо. Далее берем наши лепесточки, соответственно, наносим клей на изнаночку, чтобы у нас были видны все прожилки
Вот с этой стороны. Угу. Прикладываем. Здесь пока нам просто нужно перекрыть всю фольгу первыми двумя лепесточками. И самое главное, это низ. Он должен доходить до проволоки, чтобы здесь перекрывать. Вот так. Это обязательно. Далее берем следующий лепесточек и перекрываем, соответственно, всю фольгу, но уже с противоположной стороны. То есть вот так. Не забывайте про хвостик, который обязательно должен коснуться проволоки. Если слишком большой лепесточек, ничего страшного, просто добавляете клей и формируете по кругу. Будет немножко неровно, но здесь нет ничего страшного. Далее все перекрываем. Ваша задача здесь полностью перекрыть фольгу, это самое главное. Далее уже можно будет делать красоту. Берем следующие лепесточки, подклеиваем еще лепесточек, то есть тоже перекрывая серединку. Можно сделать 4, можно добавить 5, тут уже на ваше усмотрение. Здесь уже добавляем по спирали, вот сюда к низу, вот, соответственно, так, снизу подклеиваем. Убираем излишки клея, если они есть. И распределяем сюда. Последний лепесточек я добавила тоже по спирали на 1/3 предыдущего. И можно полностью закрыть. Можно сделать так, что как будто бы только распускается уже. То есть здесь тоже на ваше усмотрение. Главное перекрывать всю фольгу и делать это эстетично. Перекрываем все. Здесь главное, чтобы было проволоки. Да, все сошлось. И вот такой полуоткрытый у меня получается. Полузакрытые и закрытые бутоны более розовые, поэтому я сверху немножко прохожусь розовой губкой. Работаем с тейп-лентой. Я отрезаю небольшой кусочек, складываю пополам, еще раз пополам. Это для того, чтобы было удобнее работать. Она очень широкая, поэтому я ее порежу, и с более узкой проволочкой, тейп-лентой будет удобно работать. Берем тейп-ленту, складываем ее пополам, потом еще раз пополам и разрезаем. Берем тейп-ленту, складываем ее пополам, еще раз пополам, прорезаем. Это только для удобства. Далее берем проволочку и начинаем подкручивать под самое основание. Крутим с нажимом, подкручиваем очень хорошо, для того, чтобы тейп-лента разогрелась и хорошо прилипла к стеблю. То же самое проводим и цветочком, перекрывая полностью все до основания. Подтягиваем тейп-ленту к самому основанию, вот сюда, подкручиваем и с нажимом и подтягиваем, так, обрабатываем цветочек. Берем цветочки, скрепляем их между собой тейп-лентой. Можно собрать 2, можно собрать 3. Я также вот добавлю сюда еще не раскрытый бутончик тоже. И, соответственно, все это зафиксирую тейп-лентой. Далее уже эту готовую веточку мы будем прикреплять к нашему дереву. Вот такая красота получилась. Можно сюда еще добавить листья, можно так зафиксировать. Ну, все уже зависит от того, от нашей композиции, вообще от нашего дерева, от того, как вам нравится. И это уже красиво смотрится.